Катастрофы древности. Из всех событий, описанных в Библии, одна шокирует нас и сегодня. Разрушение Содома. Библия гласит, что Содом был одним из 5 городов в Иорданской долине, которые были известны своей греховностью. Принято считать, что грехом Содома были сексуальные извращения, а именно гомосексуализм. Но так ли это? Главными правилами Содома и ему подобных городов были следующие. Любого чужеземца разрешается грабить и издеваться над ним. Обязанность содомского судьи, чтобы всякий странник покинул город без гроша в кармане. Всякий, кто подаст хлеб нищему, предается смерти. Со всякого, кто пригласит чужеземца на свадьбу, в наказание будет снята вся одежда. Мидраш рассказывает о дочери Плотиса Лоте, которая была замужем за богатым содомским мужчиной. Однажды она увидела нищего, который умирал с голода, и накормила его. Каждый день девушка прятала в кувшин хлеб и носила его несчастному. Местные жители удивлялись, как нищий может жить так долго без еды, и заподозрили, что ему кто-то помогает. Люди начали следить за ним и увидели, кто носит нищему еду. Девушку сразу же схватили и сожгли на костре, как и полагалось по местным законам. Умирая, Лота обратилась к небесам, попросив Бога покарать весь народ греховного города. По Библии Бог явился Аврааму и рассказал ему о намерении уничтожить греховный Содом. Для Авраама это было ужасное известие. Его племянник Лот жил в Содоме. В Библии говорится, что Лот и его семья отличались от других жителей Содома. Их считали благочестивыми людьми. Авраам умолял Бога не уничтожать невинных вместе с невиновными без разбора. После длительных перепирательств и торгов Бог обещал Аврааму, что он пощадит город, если в нем найдется хотя бы 10 праведников. В Библии указывается, что грехи Содома – это невежество, обжорство и равнодушие. Они не проявляли доброты к бедным и нуждающимся. Отсутствие гостеприимства и доброты по отношению к другим и делало Содом греховным городом. И Бог решает проверить жителей Содома на гостеприимство. Он посылает к Лоту 2 ангелов в образе странников. Лот принимает и угощает их. Он прошел проверку на гостеприимство. Слухи о чужаках распространяются по городу. И жители Содома приходят к дому Лота и требуют выдать им его гостей, чтобы познать их. В библейских терминах это означает переспать с ними. Лот говорит: «Возьмите моих дочерей, они девственницы, делайте с ними что хотите, но не трогайте моих гостей». Кстати, сам по себе чудовищный поступок отца по отношению к своим дочерям. Жители Содома не внимают мольбам Лота. Ангелы дают возможность Лоту и его семье покинуть город, ослепив его жителей. Наказание жителей Содома было ужасным. Бог уничтожил их огнем и раскаленной серой. Город был стерт с лица земли.
Бог прислал 2 ангелов проверить жителей Содома на гостеприимство. Но они не прошли эту проверку. Эта история не столько о сексуальных извращениях, сколько о гостеприимстве. Гостеприимство считалось очень важным в древнем мире. Только с подъемом христианства эта интерпретация изменилась. Теологи раннего христианства переместили центр событий с гостеприимства на моральную притчу, обличая гомосексуализм. Мы находимся в аномальной зоне. Прежде всего, она ограничена по площади, а во-вторых, она очень сильно отличается от окружающего ландшафта. Вот видите те горы, они совсем другие и по цвету, и по структуре. А то, что мы видим здесь, это сульфат кальция. А сульфат кальция, как известно, образуется при нагревании известняка. Таким образом, вся эта территория содержит следы произошедшей здесь когда-то катастрофы.